Кораблекрушение круизного корабля МТС «Океанос». Круизный корабль МТС «Океанос» – греческий круизный лайнер, ставший широко известным в результате крушения 4 августа 1991 года вблизи берегов ЮАР. Круизный корабль «Океанос» был спущен на воду в июле 1952 года в Бордо, Франция, под названием «Джин Лаборт». Судно использовалось на маршруте Марсель, Мадагаскар, Маврикий. Жан Лаборт в последующие десятилетия сменил множество владельцев и менял имена: Жан Лаборт, Микенай, Анкона, Восточная принцесса. В 1976 году она была приобретена Апвайротики линий в Греции и зарегистрирован под именем «Океанос». 3 августа 1991 года корабль «Океанос», первоначально задержанный из-за угрозы взрыва, отправился с порта позже с восточного Лондона Южная Африка, в Дурбан. Капитан судна «Океанос» Янис Авранос столкнулся с плохими погодными условиями. Был ветер в 40 узлов, 9 миль в час. Обычно на палубе устраивали отплывающую вечеринку с корабельными музыкантами и британскими артистами Мосс и Трейси Хиллс. Однако из-за сильного волнения это было проведено в лаунже Four Seasons. Большинство пассажиров предпочли остаться в своих каютах. К вечеру шторм усиливался, и когда подавали первый обед, официанты едва могли нести подносы с едой, не уронив что-нибудь. В конце концов судно «Океанос» так сильно катался из стороны в сторону, что посуда и столовые приборы начали соскальзывать со столов, а растения в горшках упали. Предварительный ремонт корабля «Океанос» системы удаления отходов не был завершен. А это означало, что жизненно важная вентиляционная труба, проходящая через водонепроницаемую заднюю переборку и обратные клапаны, не была заменена. Считается, что после того, как серия больших волн обрушилась на корабль, обшивка трубы разорвалась, и отсек начал заполняться морской водой. Около 21 часа 30 минут раздался приглушенный взрыв, и «Океанос» потерял питание. Корабль начал набирать воду, стремительно затопив машинное отделение. В процессе затопления судна капитан корабля и команда самоустранились от выполнения своих обязанностей по спасению пассажиров. Даже сигнал СОС был подан не членам экипажа. Поскольку не поступало никаких сообщений о тревоге или сообщений о том, что судно попало в беду, несколько пассажиров решили подняться на мостик, чтобы найти команду, но обнаружили, что она беспилотная. Затем Мосс Хиллс использовал радиотелефон, чтобы передать сигнал бедствия, пока не ответит по другую сторону радиотелефона. Мосс Хиллс – это человек, который входил в состав команды аниматоров и культурной программы круиза. На следующее утро спасатели обнаружили «Осинос», плывущую по течению недалеко от Кофейной бухты, плохо накренившись на правый борт. Из 16 спасательных вертолетов, которые вышли на корабль, 13 были южноафриканские ВВС «СААФ» «Пумы», 9 из которых водрузили 225 пассажиров с палубой. Им помогали спасательные шлюпки голландского грузового судна «Неделойт Маритиас», которое ответило на сигнал бедствия. Спаслись все находившиеся на борту 571 человек. Хиллс организовал планомерную эвакуацию пассажиров вертолетами и по общему признанию является главным героем мероприятия. Хиллс и его товарищ Джулиан Батлер направили усилия аниматоров, в том числе жену Хиллса Трейси и Робина Болтмана, чтобы помочь пассажирам. По словам Болтмана, позже утром капитан Аварнаси даже связался со мной с берега, чтобы спросить, как дела. Батлер и Хиллсы были среди 5 последних, кого спасли. Среди артистов на борту был артист южноафриканского кабаре Алван Коллисон, который, как сообщается, впоследствии сообщил собравшимся в кейптаунском пресс-клубе, что начал петь импровизированный репертуар, когда корабль тонул, чтобы поднять настроение пассажирам. В своем характерном стиле ему удалось вплести комический момент в свое повествование о бурных событиях, рассказав репортерам, что он начал петь «Американский пирог»,
когда он внезапно понял, что следующей строкой будет «Это будет день, когда я умру», и быстро переключился на другую песню. После того, как многие офицеры и команда покинули корабль, директор круиза Лоррейн Бетс отдала предпочтение женщинам и детям при загрузке спасательных шлюпок. Позже, когда крен судна стал настолько серьезным, что оставшиеся спасательные шлюпки пришли в негодность, оставшихся пассажиров пришлось перебрасывать на вертолеты СААФ с помощью ремней безопасности. Бетс снова настоял на том, чтобы в первую очередь спасли женщин и детей. На следующий день, примерно в 15 часов 30 минут от +2, корабль «Осинос» перевернулась на правый борт и затонула на носу. Последние 15 минут ее гибели были сняты на видео и переданы ABC News. Капитана Авранаса и его команду критиковали за то, что они оставили сотни пассажиров и никого, кроме корабельных артистов, чтобы помочь им эвакуироваться. Авранас получил широкое освещение в СМИ как пример непрофессионального поведения при исполнении служебных обязанностей. Капитан корабля Авранас пытался защитить свои действия, утверждая, что он сначала покинул корабль, чтобы организовать спасательные операции, а затем руководил спасательными операциями с вертолета. Он оправдывал свои действия тем, что корабль находился в темноте, что означает, что у него не было связи со своей командой или с другим спасательным судном. Авранас сказал: «Когда я приказываю покинуть корабль, не имеет значения, в какое время я дал приказ для всех. Если некоторые люди хотят остаться, они могут остаться». Капитан и некоторые члены экипажа были признаны виновными в халатности греческой следственной комиссией за побег с корабля без помощи пассажирам. Оливизас Клаудатос, глава компании Pairotic Lines, сказал: «Конечно, члены экипажа, назначенные на лодке, должны войти первыми, чтобы помочь посадке пассажиров. Что касается капитана, покидающего судно, это неправда. И он все время сохранял свою позицию, помогая спасению самым эффективным образом». Pairotic Lines потеряла 2 других корабля в течение 3 лет, предшествовавших потоплению. Флагман компании Pegasus всего за 2 месяца до этого, и МВ Jupiter за 3 года до случившегося кораблекрушения. 23 мая 2010 года на канале NBC был показан документальный фильм об этом инциденте. О потоплении говорится в песне «Осинос» кельтской рок-группы Coast. Это также обсуждалось в эпизоде Нова 18 апреля 2012 года под названием «Почему корабль тонет», в котором основное внимание уделилось аварии на Коста Конкордио, чей командир также сбежал, пока пассажиры были на борту, и как это связано с «Титаником».